вот, эти плохие, Россию. Наш человек каждый эфир хвалит США. Я знаю, что я делаю, для того, чтобы не снесли твой канал. Сейчас, чтобы конфиденциально, мне кажется, с Да. кем-то что-то обсудить, нужно голым в лес ехать, без всяких устройств. Про Дурова, ты с ним лично, да, знаком же? Ты как думаешь, он вообще наш или не наш? Так они больше, я вам скажу, стали пользоваться нашими подходами. Я блокирую тебя. Да нет, это я тебя блокирую. Да я не блокирую вас всех, все работает. Они говорят, а дайте нам доступ полностью ко всему устройству и к его содержимому. Независимый интернет невозможен. Не работает и работать не будет. Друзья, приветствую всех на нашем честном подкасте патриотического движения «Победа 945». Я Павел Кухаркин, Сергей Черкасский. Сегодня у нас в гостях Георгий Лобушкин, медиаэксперт и эксперт в сфере пиар и стратегических коммуникаций. У нас сегодня будет много посвященного Медиа, видимо. нашей IT-суверенному интернету. Вот. Сначала бы я спросил бы про тебя лично, про Георгия, потому что вот все слова медиа-эксперт, Вообще непонятно, да, да? медиа-менеджер, да, ты где-то подписан. Да. И я-то лично как бы знаю тебя, следил за твоими каналами, что ты работал в ВК, и Собчак в штабе, по-моему, работал. Было. Да, но вот для простых людей объясни, вот какими конкретно проектами ты занимаешься и что ты конкретно делаешь? Ну, смотрите, сейчас у меня есть свои проекты, вот так же, как и ваш подкаст, примерно похожий формат, и приглашаю гостей. Шоу в Лобушкин. Оно было в Ютубе. Ютуб его заблокировал, когда там 100 тысяч перевалило. Вот. По непонятной, кстати, причине. Вот. Осталось только во ВКонтакте, в Одноклассниках. В Рутюбе, да, еще в Рутюбе. Ютуб никак не объяснял, да? Мне просто прислали, ваш канал заблокирован без права на восстановление, без объяснения причин. Вы нарушаете нормы сообщества. Какого сообщества? Это в каком году было? Это было год на... Слушай, нет, 2 уже, наверное. Сейчас, это в конец 24 года. То есть чуть больше года просуществовал канал, при том, что он у меня не был... не то, что там какой-то адский, зверская пропаганда российская. Нет, также брал интервью на всякие разные темы, причем там практически не было политики. Наш человек каждый эфир хвалит США. Ну, то есть... Я знаю, что я делаю, для того, чтобы не снесли твой канал. А где вы выходите? В Ютубе. Только в Ютубе? Нет, в Ютубе и в Рутубе. Да, тоже. А в ВК не уходите? Выходим, но там нет на это акцента. Но я делал как бы на всех площадках, где можно видео загружать, где русскоязычная аудитория сидит. Вот, этот проект. Ну, Телеграм, понятно, там Телеграм-каналы мои, Лобушкин, Лобушкин Молнит. И консультирую компании. Есть агентство, мы с партнерами запустили стратегического консалтинга К2. И вот еще, ну вот, в общем-то, наверное... То есть ты консультируешь компании, как позиционировать себя в медийном пространстве? Да. Сейчас на это, кстати, большой запрос. Ну, естественно. Сейчас, если ты не присутствуешь в медийке, то тебя нет, в принципе. Не существует. Да, если присутствуешь... Чем бы ты ни занимался. Да, если ты присутствуешь и неправильно, то ты можешь, в принципе, очень сильно погореть, а может быть, даже и лишиться бизнеса. Вот самое интересное, с чего бы я на самом деле начал, ты работал с Павлом Дуровым. И сейчас информационная война вся крутится вокруг Павла Дурова. Это и связано с блокировками. Да. Его там ранее и во Франции арестовывали. Почему не только и в России, и во Франции. Да, то есть настолько персона обсуждаемая во всем мире, что, мне кажется, мало кто не знает нашего айтишника. И как думаешь, вот почему столько внимания уделяется обычному мессенджеру? Ну, во-первых, не необычному. Честно говоря, миллиард пользователей — это довольно необычно уже. То есть без сильной протекции. Ну, смотрите, если мы возьмем WhatsApp, который когда-то купила Мета, тогда еще Facebook, там признанные, естественно, экстремистской. Ну, вы пометите, если что. Да. Вот. У нас титр бесконечный, когда мы обсуждаем. Да, у них было практически бесконечное количество средств и сил, возможностей его еще больше масштабировать. У Павла Дурова такого не было. У него, в общем-то, и он об этом сам говорит, что $0 потрачено на маркетинг. И это правда. По сути, Telegram — это личность, селф-пиар самого Павла Валерьевича. Ну, и он говорил, что работает там всего 30 человек на удаленке. Это правда. Сейчас. Ну, они не на удаленке, они просто где-то в Дубае, человек 30. Так и работает. Ну, может быть, там, я не знаю, может, с саппорта не наняли
каких-нибудь, они их называют волонтерами, Мгм. вот они, может быть, на удаленке там еще сколько-то, бог его знает. А так, да, пилит мессенджер, вот это вот маленькая команда, и все, в общем-то, коллеги из То России, есть из ты ВКонтакте. связываешь вообще весь этот ажиотаж с тем, что это как с бизнесом. Пока ты зарабатываешь там до миллиарда, ты, в принципе, Да, зарабатываешь. да. Как только ты уже стал миллиардером, то иди-ка сюда, давай будешь ходить в определенные рамки, чтобы ты не занимался ерундой. То есть, по сути, Дуров столкнулся с тем, что во всем мире увидели, что это инструмент влияния. Я тебе даже больше скажу, когда, и это было видно, это можно проследить, когда, скорее всего, Цукерберг понял, что растет еще один конкурент. Вначале он пытался убить его методами там, медийной войны, и были публикации заказные в западных изданиях о том, что Дуров — это кремлевская пропаганда. Понятно, что у нас Дурова мочат за то, что он не подконтролен, и надо его заблокировать, потому что он там или не подконтролен, или, наоборот, западная пропаганда. Мгм. Или его завербовали во Франции, Да, когда или он там был. завербовали во Франции, когда арестовали. В общем, он со всех сторон как бы чужой. Оказывает Мгм. сопротивление практически всему миру. И, Интересно, как к нему рабы относятся. ну вот Telegram, да, это уникальная история. Даже вот американский, ну давайте WhatsApp уберем за скобки. Signal, например, если Мгм. говорить про там защищенность, вот заигрывание с защищенностью, то у Signal нет таких показателей. Я слышал, что сигнал вообще дырявый. Типа, Signal, кто-то уходит и прям специально в сигнал, но я вот слышал от знающих людей, что как бы... да, Signal, причем создан на гранты, по-моему, Пентагона. Мгм. Я об этом писал, можно будет у меня посмотреть Мгм. потом в телеге, то ли Пентагона, то ли Министерство обороны, что, в общем-то, по-моему, я так понимаю, одно и то же в Америке. Мгм. Да, да. Вот. Министерство войны теперь. Министерство войны, да, называется. С чего вдруг они будут давать грант? Что, благотворительная Конечно, организация? конечно. Нет, конечно. Вот. И они заигрывают в эту безопасность. Причем Дуров их тоже разматывал. Он говорит, при чем тут ваше шифрование, когда у всех, кому надо, есть доступ прямой, без Мгм. шифрования. Вот. Ага. Ну, да. А то, что ты говоришь, информационная война, мне кажется, что вся история Павла Валерьевича Дурова — это всегда война с кем-то. Слушай, а вот про Дурова, ты с ним лично, да, знаком же, когда работал в ВК, наверное, в пресс-службе? Ну, конечно, я был его пресс-секретарем. Да, то есть вот хотел спросить у тебя конкретно про него. Сейчас много всяких конспирологических версий, как будто бы не в лучших отношениях он сейчас с российской властью, но все равно ходят всякие слухи, что как будто бы Telegram все сливает нормально там российским спецслужбам, и все у него там хорошо, просто это такая типа медийная игра для того, чтобы не ассоциировали Дурова с Россией. И вот у меня к тебе вопрос, ты как думаешь, он вообще наш или не наш? Слушай, я это слышал давно, еще до блокировок западных соцсетей. Мгм. И это вот это вот условно конспирологическая теория, я к ней так отношусь. Я не знаю, правда, на самом деле. Да, я так и сказал, что Вот. конспирологическая, да. Она, к сожалению, я не видел ни одного подтверждения, которое бы дошел. Потому что вот хоть раз он, например, нарушит свой принцип того, что он там не раскрывает переписку и Мгм. прочее, это было бы уже известно. Мгм. Сейчас мир такой транспарентный, что это невозможно скрыть. Спецслужбы любые в любой стране — это большие организации. Если где-то кто-то услышал что-то, это потом выплывет. Мгм. Поэтому я к этому отношусь как, во-первых, как к конспирологии, я потому что не знаю подробностей, а во-вторых, я давно для себя принял, для себя лично, решение, что все, что я передаю с помощью смартфона, телефона, неважно, оно может куда-то попасть кому-то. Ну, я тоже так живу. Вот надо жить в этой Да. парадигме. Все. Сейчас, чтобы конфиденциально, мне кажется, с Да. кем-то что-то обсудить, нужно голым в лес ехать, Да. без всяких устройств, там что-то друг другу на ухо нашептать и возвращаться. Да. Все. Если какие-то такие секреты, за которыми кто-то охотится. Если нет, то, ну, как бы, что там искать? Я бы не хотел, конечно, чтобы моя переписка попала в публичный доступ, но такого, что там мне бы навредило, нет. Лично мне. Мгм. Стоит ему беспокоиться вообще про свое здоровье
Будут ли за ним охотиться? Потому что, как он рассказывал, что вот эта история, что его хотели отравить, мне кажется, что имеют основания и французские спецслужбы. Да, я думаю, что много спецслужб в мире, которые, наверное, хотели бы за Павла Убрать Валерьевича... тележку, да? Да, убрать тележку, потому что, ну, в России понятна популярность, и, кстати, это там отдельный случай, который тоже стоит обсудить. А вообще в мире он был популярен в Иране, например. Он был популярен на, понятно, рынках, где там условно со свободой общения слова все тяжело. И к Дурову действительно много вопросов у многих спецслужб, не только европейских. А почему его американские не задержали? Но он говорил, что к нему и к его сотрудникам, по-моему, подсылали кого-то в Штатах, по-моему, ФБР. Да, он говорил это. Он вроде это говорил у Такера Карлсона, мне кажется. Да. Значит, они хотели, видимо, выйти с ним как-то на контакт, чтобы получить от него что-то, хотя зачем с ним выходить на контакт, когда у вас есть компании Apple и Google, на устройствах которых разворачиваются все сообщения. Ну, то есть, да, они там идут шифрованные по шифрованному каналу. То есть они могут читать телегу, да? По сути, у Apple и Google root доступ, то есть доступ к устройству. Да. Вот то, что ты сейчас откроешь и мне покажешь, это может увидеть в любой момент сотрудник Apple, который имеет к этому доступ. Я думаю, что сотрудники спецслужб имеют такие же бэкдоры. Не, ну Apple тоже всем рассказывает, что мы не сотрудничаем, никак не передаем, но я как-то не верю во все эти истории. Да, так вот, ну я не знаю, когда выйдет подкаст, но вот позавчера, это было 9 июня. 8. Да. Была конференция разработчиков WWDC, где представили новую операционную систему. Они там представили Siri AI, но в конце сказали, что Siri AI не будет доступна в Китае, ну там быстренько это замяли, и не будет доступна в Евросоюзе. Да. И сразу после окончания этой конференции они выкатили огромный стейтмент у себя на сайте Apple, пресс-релиз, о том, почему не будет доступна Siri AI в Евросоюзе. Наверное, там было что-то европейцы. Они говорят, а дайте нам доступ полностью ко всему устройству и к его содержимому. Они говорят, да в смысле, как это? Ну, вот так вот, у вас же эта штука как бы имеет, ваша AI имеет доступ ко всему содержимому, а мы хотим, чтобы и наши европейские там и агенты тоже имели полный доступ ко всему содержимому устройства, к фотографиям, сообщениям, календарям, все. Они говорят, нет, простите, но это не в наших принципах. Ну, Еврокомиссия, это вчера было, официально выступила, сказала, что, ну, значит, тогда вы и не будете работать. Да, европейцы жестко, на самом деле, за этим всем следят, и Tesla по той же причине, я думаю, не запускает свой автопилот в Европе, то есть он работает только в США, вот, и многие, да, всякие американские функции, фичи недоступны в Европе. У них очень жесткое консервативное регулирование в IT, и я думаю, что это им навредит. Про них, я думаю, можно еще отдельно поговорить про Евросоюз, но хотел еще про Россию вот спросить, потому что тоже на днях глава Роскомнадзора сказал, по-моему, такую фразу, что Роскомнадзор не такой уж и плохой, раз вы до сих пор можете заходить в Телеграм. Да, вот ты как специалист в сфере технологий, как ты считаешь, возможно ли до конца запретить Телеграм? Вообще реально ли это? Слушайте, мы уже пытались в 2018 году, если помните, заблокировать Телеграм. Тогда не получилось, сейчас получилось, но уже все установили VPN. И поэтому все, кто в зале, а это вот тут важен контекст просто вот этого комментария, это была конференция, где представители Роскомнадзора с, мне кажется, по-моему, Натальей Касперской, да, обсуждали что-то, и это кусок, который протоколировал муж Натальи Касперской, Игорь Ашманов. И он это написал в посте у себя, этот диалог, где эта фраза разлетелась. Да, где фраза разлетелась. Ну, не такие уж мы и плохие. Это на самом деле, ну, лукавство, потому что как бы не то, что они неплохие, а просто VPN хороший. Вот. Ну, и, может VPN быть, невозможно заблочить до конца. Это очень сложно, и это прям игра в кошки-мышки. То есть блокируют один, а их появляется там, второй. Да, их там еще несколько. А то, что сейчас поступило предложение создать какой-то свой государственный VPN. Вот Билайн, кстати, объявил о том, что какие-то элементы вот этой штуки, государственный VPN, хотя это не государственный VPN, они доступны. Это для того, чтобы ты имел доступ из России к тому,
куда россиян закрыли доступ россиянам. То есть я видел там Netflix, Spotify, это не то, что заблокировано в России, а то, что сами сервисы западные заблокировали для русских, и теперь ты на Билайне можешь туда зайти. Да, можешь зайти. Ну, вот и ChatGPT, X, я так например, понимаю, должен быть. Нет, X мы блокируем, Россия. X мы блокируем, да. Да, а вот ChatGPT, например, блокирует OpenAI для россиян. И мы сделали такую фичу, чтобы... Да, знаешь, когда любовный треугольник из сериалов на НТВ, когда я люблю тебя, ты любишь меня, он любит того. Да. Уже сложно разобраться, где что мы блокируем. Да, она не может меня любить. Да, я люблю тебя. Я блокирую тебя. Да нет, это я тебя блокирую. Да я не блокирую вас всех, все работает. Это прикольная фича. Это мне напоминает эти пиратские фильмы, которые мы сейчас тоже крутим. Ну да, но справедливости ради, вот этот сезон блокировки довольно суровый. Я прям вижу, чувствую, во-первых, на себе, а во-вторых, на окружающих. Да. И с VPN, и с прокси, и прокси с одним VPN не работает, с другим не работает. Все прокси плохо работают, плохо. Все через... И причем все, кто участвует в этом процессе, все сидят в Телеграме. Да. Это удивительно. Мне вот в этом плане понравилось, это, кажется, конец 19 года был, когда официально, условно, Telegram был в России заблокирован и запрещен, при этом все федеральные средства массовой информации там работали, все журналисты там работали, там есть канал Кремля и так далее. И я считаю, это самый гениальный пост опубликовала Маргарита Симонян. Ей, получается, накануне Нового года приходит уведомление, там, что новый пользователь теперь в Telegram. И это был глава Роскомнадзора, и она сделала просто скриншот. Это я... Она сказала, что не давайте... про главу Роскомнадзора, это было про... Да, и она написала о том, что давайте разблокируем Telegram, хотя бы чтобы не позориться. И тогда это выглядело как, такая попытка неудачная этих блокировок. Сейчас я признаю, умеете, могете. Да, сейчас могете. Давайте чуть-чуть снизим градус. Потому что вот, продолжим мысль, буквально там полгода назад заблокировали FaceTime. Это сервис Apple по видеозвонкам. Мотивируя это тем, что это ради безопасности там вербуют разных там, террористов и так далее. И я такой думаю, я этой аргументации не верю. Мне бы, например, было бы круто, я бы гордился Роскомнадзором, если бы они вышли и сказали, смотрите, 5 лет назад мы ничего блокировать не могли. Сейчас мы можем точно блокировать любой сервис самого крупного IT-гиганта в мире. Мне кажется, вся страна стала такая, ежешь, молодцы, Роскомнадзор. Но делать этого не надо, умеете, класс, показывать это не надо. Ну вот, кстати, в некоторых странах, допустим, таких, как Объединенные Арабские Эмираты, все звонки во всех мессенджерах заблокированы. Сами мессенджеры работают, то есть iMessage, например, работает, а FaceTime не работает. Телега работает, а звонки в телеге не работают. Но это соглашение именно с компанией, с Apple, потому что у них там, в арабских странах это по религиозным соображениям есть ограничения. В Дубае точно так было, долгое время не работало, если на местных картах активирован телефон, у тебя Apple сам вообще это приложение даже не предустанавливает. Да, причем ты даже если покупаешь вот в Дубае, привозишь его в Россию, по-моему, там прям пометка, что это из Дубая, и там не будет работать FaceTime. Нет, сейчас нет. Apple сделала гениальную, на самом деле, штуку. Активируется по стране, где ты ее активируешь телефон. Слава богу, хотя бы так. Да, поэтому у нас, например, предустанавливаются некоторые государственные приложения, тебе предлагают их установить. До сих пор, кстати. Да, а мы в прошлом году столкнулись с тем, что наши айфоны, несмотря на то, что они не произведены там и не проданы на рынке Японии, в Японии начали при фотографировании издавать звук. Потому что у них же был бич, что извращенцы под юбкой фотографировали там в метро и так далее, поэтому всегда звук есть. То есть это уже на уровне региона типа работает. Такая интересная штука. Ну, FaceTime, да, к сожалению, заблокировали. Я чуть-чуть тоже удивился формулировке про террористов, потому что, если террористы пользуются FaceTime, то они пользуются и сотовой связью. Да. Террористы всем пользуются. Насчет вот формулировок и объяснений, я вообще не поверил в эту всю историю, как и многие про террористов, и предположил другое. У себя в Ютубе я делал ролик о том, что, возможно,
я пытался найти логические объяснения, и, возможно, мы видим, в принципе... Нет, мы видим изменения в интернете, в принципе, по всему миру, потому что в интернете закручивают гайки и американцы, потому что все сервисы в основном американские, и как только там у них появился TikTok, они сразу его, значит, сказали, мы вас либо блокируем, либо покупаем. Либо покупаем, да. Трамп быстро купил, сделал из этого офигенную медийную победу. Смотрите, я сохранил вам TikTok, у вас работает TikTok, ну, как всегда, короче, Трамп умеет. В Европе то же самое, мы видим накаты на X, штрафы сумасшедшие, мы видим борьбу с Телеграмом, мы видим ограничения возрастные и так далее. То же самое происходит чуть-чуть по-другому, да, но происходит в России тоже. Как-то интернет видоизменяется, и он, скорее всего, не будет таким, как был прежде. И я искал логику, может быть, это подготовка к какой-то такой штуки, что вообще не будет глобального интернета, знаешь, и где-нибудь в какой-нибудь очередной войне, как грозился Иран, он захреначит дата-центры, и все отключится. Но у тех, у кого как бы есть какой-то там суверенный свой интернет, возможно, мы там сможем хотя бы чем-то переписываться. Вот такой логикой я, по крайней мере, искал. Это нигде нет официального, что странно, да, но мне кажется, что вполне живущая идея. Ты как думаешь вообще, с чем это все связано? Абсолютно точно, да. Во-первых, про глобальный мир, в принципе, можно забыть. Все, он сегментирован уже. А глобальный интернет скоро перестанет быть глобальным. Вот Евросоюз в этом смысле даже более суровый, чем Штаты. У них довольно жесткое регулирование, хотя, казалось бы, да, всегда нам затирали про свободу и демократию, а тут недавно Стармер выступил на технологической конференции и сказал, что у них должен быть, во-первых, на уровне устройства блокировка по возрасту для доступа к соцсетям. Я даже заходил вот в X недавно, я это испытал. Я сидел, извините, в туалете и хотел зайти в X. Вот, и в этот момент у меня, значит, высвечивается камера, и типа сфоткайте сейчас селфи, и мы проверим ваш возраст, и тогда вы зайдете. Чего, серьезно? Да, это вот у меня есть даже скрин, я могу вывести, показать. То есть я сидел как бы голый в туалете, и я просто захожу в X, и у меня камера и подпись внизу, типа, мы вас сейчас сфоткаем, и Яишка проверит ваш возраст. И я сфоткался, и Яишка проверила мой возраст, и я смог дальше сидеть. Ты пропустил важную деталь, ты сфоткался дальше голым. Я вот хотел спросить. Ты им что отправил? Надо было им отправить я вот как сидел, то, что они заслуживают. Вот вам. Я как сидел, так и отправил. Как бы у меня секретов немного, но сам факт, то есть я прикололся в этот момент. Я докажу, скину. Первый раз нам не надо скидывать. Скриншот на монтаже не выводим. Я сейчас и найду, покажу. А как им показать? Ну, некоторые подростки выглядят гораздо больше своих лет. Мы проверили ваш возраст, все окей. Обалдеть. Да. Это вот, я не помню, на каком это было VPN, ну, какой-то европейский. Ну, кстати, я вот через европейский захожу, у меня пока не было еще. Ну вот у меня уже такая штука была. Обалдеть. Вопрос глобальный. Мы тут выходим на иностранных платформах, обсуждаем различные сервисы и прочее. Но на повестке дня наш суверенный интернет. Мы его строим. Он возможен или нет? Слушай, он возможен, и правильно, что мы его строим. И тут важно еще маленькую ремарку. Мы его строим не для того, чтобы оградиться от внешнего мира. Мы его строим, когда нас отключат, если вдруг отключат. А такое может быть, да? А такое может быть. То, ну смотри, какие-то сервисы нас отключили сами. Вот Netflix, для чего белый VPN? Чтобы мы имели доступ вовне. Но если нас отключат от глобальной сети, то надо, чтобы наш интернет внутри хотя бы работал, чтобы у нас был доступ к госуслугам, чтобы нам было с чего переписываться, общаться, чтобы у нас не рухнули интернет-банки, которые уже стали просто, ну, люди без них уже не могут. И это большой удар был, когда убрали приложения из сторов для россиян, не для самих банков. Хотя, может, и для них тоже. В общем, вот это вот все мы сохраняем свой технологический суверенитет. Вот смотрите, в 2022 году Visa и MasterCard отключили Россию, но карточки продолжили работать. Почему? Ну, потому что мы с 2014 года поняли, что надо строить свою национальную платежную систему. И когда они отключили сами карточки Visa, вот пластик, он продолжал работать за счет... А именно... до сих пор работает, кстати. Да, до сих пор у всех работает, причем мы продлили этот, как вот там же, срок действия, да, продлили. Все, нету срока действия. Да. И это круто. Поэтому мы это поняли когда-то, и теперь стали строить узлы
для суверенного интернета, так называемого, хотя слово такое, довольно оно драматичное, давайте будем называть суверенный интернет. И вот если вдруг нас отключат, там, я не знаю, перерубят какие-нибудь кабели подводные, Да. или там где-то еще, у нас хотя бы будет свой в России работать. Я читал даже новость, Китай вот анонсировали, первый в мире, значит, корабль с устройством, значит, с лезвием, которое опускается на глубину в 3,5, там, что-то... Километра, да, спасибо. Да, они глубоководные. И, значит, может обрезать провод, да, кабельный. Да. Вот, то есть, наверное, не Хорошо. просто так они анонсировали такую штуку. Сейчас я задам крамольный вопрос тогда. Вот мы рассказываем про суверенный интернет. Создали наш национальный, суверенный, всеми любимый мессенджер. Но, как по мне, суверенитет закончился на моменте, когда Apple просто взяли и мало того, что удалили это с App Store, то есть невозможно теперь скачать, отозвали разные протоколы, теперь там не приходят push-уведомления. И получается огромная пиар-компания, просто какие-то титанические усилия популяризации мессенджера разбились просто об одно нажатие кнопки IT-гиганта. Как это тогда назвать суверенным интернетом? Да, и магазин суверенный, получается, и телефон. Смотрите, вот, правильный, кстати, тейк, нам нужен суверенный магазин, и он есть на Android, это Рустор. На Apple тоже есть Рустор. На Apple... Предустановленный есть. Ты когда активируешь телефон в России, тебе предлагают установить приложение Рустора, которые в этом регионе рекомендованы. И там есть какие-то документы. Смотри, это просто предлагают установить те приложения, которые есть в App Store и которые по закону должны там быть. Да. Рустора ты можешь скачать на iPhone только то, что в App Store. Ты не можешь скачать того, чего там нет. Первый тейк по поводу того, что Apple удалила Max из App Store. Плохо, да, но в России пользователи iPhone, мне кажется, там, потом погуглите, поправите, потому что я не помню, 20% максимум, 20? если не меньше. Ну, аудитория Max 20%, да. На айфоне. На айфоне. Вот. То есть это не все население. Да, понятно. это довольно существенная и важная часть, те, кто пользуется айфонами. Потом отозвали сертификат. Ну, смотрите, когда убирают приложение из App Store, да, ему блокируются пуши, и это прям болезненно, потому что даже когда ты звонишь, этот звонок не видно. Это плохо, да. Но они могли бы сделать еще хуже. Есть у них третий уровень блокировки. Это отзыв, по-моему, сертификата безопасности, и тогда устройство уже установленное у тебя улетает. Они очень редко этим пользуются, но это есть. Но Они пока ей не воспользовались в отношении Макса. У меня есть часть приложений банков, которые работают как веб-банкинг, скажем так. И мне туда приходит не совсем пуш-уведомление, но такой значок. Вот есть, например, приложение нашего одного банка с одной буквы. Это там приложение, вот мне приходят какие-то красные штучки, уведомления, то есть что я обратил внимание, оно через веб-версию заходит и так далее. Но в Max это типа недоступно. Кто-то пишет, что это недоработка разработчиков, что они не предусмотрели возможность работы веб-версий. Кто-то говорит, что это просто на уровне там, программного кода не было реализовано. Я не настолько прошарен в IT. Кто-то говорит, что это все так бесполезно, это просто коварный Apple взял и обрубил на корню возможности. Слушай, вот тут вот я тоже не настолько прошаренный. Я думаю, что в стресс-сценариях при разработке Макса и его продвижению удаление из App Store закладывалось как возможный сценарий. Я об этом уверен. Потому что ты не можешь настолько крупную ставку делать и не предусмотреть очевидный риск. Потому что они выпилили все банки, вот так вот. Выпилить Макс из платформы, это, все, как бы у тебя на этом бизнес заканчивается. Я думаю, это было где-то просчитано, и они этот риск как бы приняли на себя. И вот он реализовался. Кстати, может быть, пока еще... то есть бывали случаи, когда приложение возвращали в App Store. Может быть, они договорятся, посмотрим. Но хотя Apple уже официально прокомментировала, а это говорит о том, что это политическая позиция. Она не на уровне там, модераторов каких-то или глав отделов, а это уже там, на предпоследнем, если уж не самое. С чем ты связываешь это политическое решение? У меня есть просто свое мнение, оно очень максимально непопулярное. То есть мы когда
есть же просто, на самом деле, огромное количество вещей на айфонах по сегодняшний день типа работает. Там есть и даже дубляж они там делают на русский язык. Там. То есть все, что можно, они, в принципе, поддерживают. И тут мы в одностороннем порядке, в неразберихе определенной попытки выстраивать суверенные процессы, сами по своей инициативе блокируем возможность оплаты с наших там мобильных карт, Да. сим-карт, мы там еще какие-то ограничения вводим и так далее. При этом наши IT-возможности, такие вот по сравнению с ими. Они такие думают, слушайте, вы хотите поиграть в эту игру большую, рубильник, и вся ваша программа закончилась. То есть как будто бы мы иногда сами перегибаем в отношении с теми, кто еще с нами работает. Да, Павел, ты, кстати, прав. Я, если честно, до сих пор не понимаю, зачем мы заблокировали оплату, мы сами, возможность оплаты в Store. Вот у меня вот это реально боль прям. У меня симка Билайна, у меня их 3 там разных, я их меняю периодически для интернета. И вот Билайн у меня был для оплаты App Store. Сейчас у меня этой возможности нет. У меня отключился iCloud. Это почти 15-летняя коллекция фоток. Там, блин, Но если не ошибаюсь, они для бесплатно сейчас продлевают. Они хранилище. не удаляют их. Да. Но постоянно горит уведомление, что хранилище заполнено. Да. Резервные копии не создаются, новые фотки туда не Сейчас загружаются. же новые есть способы оплаты через Озонбанк. Там удобно. Надо, где-то можно поменять регион, где-то регион не Но надо вот менять. тоже ты меняешь регион, да. Или выпусти там карточку какую-то, Нет, там ты виртуальную. в App Store меняешь регион из России на любой другой, допустим, на США. Не на любой другой. Допустим, есть только 5 регионов, да. И самые интересные для нас, как не США. смешно звучит, это американский регион. Ты это выбираешь единственный регион. США, а потом в Озонбанке у тебя есть такая штука, как купить подарочную карту. Да, но в чем прикол? Я почему считаю, что это решение, их, может быть, разозлило вот это наше одностороннем порядке санкция. Да, это для них мелочь, но все равно обидно. Почему? Потому что при переходе на американский Store тебе доступны российские приложения, они только американские, они там все, которые доступны, даже госуслуги можно скачать. Да, это ладно. раз. И с тобой и с тобой магазин общается на русском языке. То есть они понимают, что сидишь в России, просто поменял регионы США, и он такой говорит, русский человек, к тебе оплата и так далее. То есть... Windows тебя за фантики покупают. Купили, как тебя, ходишь каждый эфир. Получается, какая-то такая ситуация двоякая. То есть, с одной стороны, вот я считаю, да, если была бы гиперполитическая воля американских IT, они бы, не дожидаясь всех наших переходов на свои сервисы, на свои площадки, взяли бы и сделали следующим образом. Apple вообще выпиливает все, это хоть госуслуги, хоть как. Google отзывает любые сертификаты для Android при поддержке их там на территории России. То есть Android становится кирпичом. По сути, блокирует там возможности обходные и так далее. Это возможно. iPhone-то также может сделать. И через там вторичные санкции, чем они сейчас занимаются популярно, давят на Huawei, который имеет свою площадку, и говорят, если вы хотите продавать в России, тогда для вас рынки все остальные мы закрываем, вводим ограничения и так далее. И мы остаемся без ничего. Можно найти старую Nokia на Симбе. В этом, мне кажется, и корень проблемы, потому что когда появлялся App Store, да, или Play Market, он же не появлялся просто сам собой, да, и не появлялись приложения какие-то. Сначала появлялся первый смартфон, и под него уже вот эта вся инфраструктура была. Да. То есть, а мы, получается, создаем инфраструктуру без вот этой главной штуки, то есть без телефона. У нас нету и операционной системы еще нормальной своей. Тут очень важно. То есть вот эту штуку надо было, и мне кажется, даже сначала создавать. Да, чтобы спокойно потом что хотеть творить. Но это очень сложно сделать, очень сложно. Гораздо сложнее, чем построить устройство. Во-первых, iPhone никто не смог повторить. Давайте так, ладно. Китайцы нормально делают смартфон. Нормально делают Если смартфоны. бы русский смартфон там был вот на таком уровне, я думаю, все бы... Да, все бы ок. Но чего-то у нас не хватает для этого. А построить операционную систему, это вообще, мне кажется, есть это своя какая-то, как я забыл, Аврора. как называется. Аврора, да. Да. Ты ее держал в руках? Ты видел ее вообще? Нет. Вот. Ты найди человека. То есть она есть где-то, может быть, она еще тестируется там или пока допиливается, но отсутствие своей собственной операционной системы — это огромная угроза для национальной безопасности. Можем мы тогда глобально всерьез, я вижу это ежедневно, собираются серьезные люди, уважаемые люди. Многих из них я люблю, ценю, уважаю. Но когда начинается вот это вот обсуждение суверенного интернета, у меня возникает вопрос, какой суверенный интернет, если по рубильнику мы завтра можем остаться вообще без мобильной связи как таковой.
И, соответственно, мы созависимы, ну, максимально созависимы. Я тебе в даже текущий больше момент. скажу, что ты прав про мобильную связь. Коммутаторы, роутеры, которые, ну, не роутеры, ну, свечи, короче, оборудование, железо, которое на базовых станциях, оно тоже было не наше. Вот сейчас был форум в Питере, и там представили первую работающую, ну, только прям на форуме, базовую станцию. Ядро она называется. Ты представляешь, если вот как после 2022 года некоторые вендоры стали отключать лицензии, то есть они могут дистанционно отрубить тебе просто сотовую сеть. Да. Почему мы покупали Ericsson? А потому что, я думаю, и когда-нибудь впоследствии это будет выяснено, нечистоплотные сотрудники компании или органов, которые делают эти закупки, они получали специальные условия контрактов, чтобы, например, покупать не китайские, а Ericsson, европейские. И европейцы самые жесткие в антироссийских санкциях. Они стали их отрубать. Ну как отрубать? Не продлевать лицензию. Вот у тебя железка работает, этот коммутатор, он постоянно запрашивает лицензию, и он работает. Как только она заканчивается, ты ее не можешь оплатить, она перестает работать. Я согласен, да, С китайской полегче. Европейцы в плане санкций намного жестче, причем мне нравится, что к многим санкциям их подтолкнули американцы. Американцы воюют с Россией руками европейцев. Да, при этом сами американцы на многие вещи не вводят санкции. То есть, например, на все европейские автомобили введены санкции. Там прямых продаж у нас с Европой невозможно. Они там еще начали долбать своих физлиц и юрлиц, которые это пытались. А при этом американцы на свои автомобили санкции не вводили. Ты можешь с Америки ввозить в Россию вообще в открытую. Поэтому ценник на американские автомобили, он сохранился практически, а европейские стали сильно дороже. Единственное, что их уравняло, это наши уже внутренние санкции против самих себя. И опять же, вот мы говорим, что Дуров, он наш, не наш. Там дает он ключи, не отдает. Но по факту, если так разобраться, то люди, от которых зависит наша там цифровая безопасность, наша коммуникация, они вообще находятся вне России. И вот даже сейчас мы подбираем слова, некоторые запикиваем, некоторые на монтаже вырезаем, чтобы вот канал продолжал там существовать. Ну, чтобы мы записывались в центре Москвы, на Арбате, а не там в Лефортово, например. Не, я подбираю слова для Гугла, потому что для Ютуба, да. Ладно, вот это отрежем. Наоборот, это... Спалился, какие он слова подбирает. Мы-то для Ютуба, а ты... Да, понятно. Ладно, не для эфира. А что ты хотел сказать? Ладно, скажи, как есть. Как есть, да. Понятно. А вы что имели в виду, товарищ Берия? Ну да, слушайте, вот к вопросу, вы говорите, Дуров наш. А что такое наш? Ну, отдает ли он ключи? Нет. Сотрудничает? Нет. Но при этом он... Не работает ли он типа на французские спецслужбы или американские? Блин, я думаю, что нет. Ну, во-первых, он довольно сейчас часто и активно выступает против французских властей. Да. Причем не только против французских властей. Я вижу, что он лезет в политику и пишет посты про нечестные выборы в Румынии, нечестные выборы в Молдове. И у меня создается впечатление, что он работает прям... Но это сфера наших интересов, да, это рифмуется с этим. При этом, подожди, а я считаю, знаешь, это как на вору шапка горит, когда ты украл и больше всех кричишь, что ты не украл. Почему? Потому что взять тоже Молдову, он там показывал, рассказывал, как его там давили, что там он там помогал по Молдове и так далее, но при этом на территории Молдовы заблокированы все каналы, скажем, пророссийских, либо антиевропейских политиков. То есть, телеги? Да, в телеге. Они не отображаются. Там каналы, массово. То есть были новостные. Но там какие-то инструменты давления, наверное, с Евросоюза подключают. Да, то есть на территории Молдовы эти каналы не отображаются. Каналы российских СМИ, там, в частности, RT, не отображаются. Слушай, ну это не значит, что Дуров так хочет. Я думаю, что это инструменты давления какие-то серьезные у европейских чиновников. Во-первых, он это начал делать с Германии. И он прямо это разослал всем немецким пользователям, у кого... Там RT тоже не отображается. RT, РИА, да, не отображаются. В вашей стране нельзя это посмотреть. Я думаю, что просто есть там на него как бы инструмент. Не-не, это санкции. То есть это не инструменты напрямую, там типа Дуров блокирует RT, а это, значит, санкции против RT. Они идут в Apple говорят, значит, смотрите, вот здесь можно получить контент RT, а у нас санкции.
Apple идет к Дурову, Дуров такой, важно понимать, пофиг на санкции Евросоюза. Вот санкции Apple для Дурова то есть гораздо... если его уберут из Apple, то... Все, на этом да, заканчивается бизнес Дурова и Telegram. Заканчивается суверенный независимый Telegram. Да, ему приходится выполнять то есть, да, тут требования нет выбора. площадки. У него нет выбора. И он им отрезает, чтобы вообще Telegram, в принципе, там хотя бы был. Поэтому То есть мы спустя час пришли к тому, что независимый интернет невозможен. невозможно Да. нигде. И Всё, им управляют американцы, по сути. по большому счету... Которых ты хвалишь. Да. Ты хвалишь. Ну смотри, они контролируют две главные платформы Да, для разработчиков. Да. Это Google Play и App Store. да. Все, для этого... А это уже большая часть, в принципе, интернета. Да. То есть десктопный интернет... Смотрите, я еще работал во ВКонтакте. Мобильный интернет сравнялся с десктопным. Это там середина 10-х годов. Так вот, есть еще такой термин mobile only. То есть юзеры, которые выходят в интернет, но никогда не видели десктопный с компьютера интернет. То есть для них он первичен. И в середине 10-х годов стали появляться продукты, которые были только на мобилку. Это WhatsApp, это Instagram. И это потом уже у них появились веб-версии, уже там сильно-сильно спустя. Поэтому сейчас интернет, конечно, абсолютно точно мобильный. А мобильный интернет контролируют две компании. Ну, чуть-чуть китайцы, но китайцы на свой рынок, они Хорошо, да, но да. я у них помню, достаточно своего рынка. я помню времена, да, когда, по сути, ну мы не говорим сейчас за глобальный интернет, за сервисы. Вот ВКонтакте был на пике, Да. это им пользовалась там вся Украина, им пользовалось все постсоветское пространство. Это был там сервис номер один. Я тебе даже больше скажу, ВКонтакте первый сайт на Украине, переведенный на украинский язык, не только в России. То есть у него была практически сразу Прикольно. после старта украинская версия. Мгм. Это там 6-7 год. Ну, я 2006. помню, это ВКонтакте, я жил тогда в Днепропетровске на Украине, это был где-то 9 класс, наверное, мой, и это был вообще первый мой такой осознанный выход в интернет и после ICQ, вот, Да. и я тогда, конечно, там вся жизнь была внутри ВК. Вся жизнь вообще, да. Я как раз пришел на пике, то есть ВКонтакте запустился в 2006 году, я там зарегался в 2006 году, а пришел работать к Павлу Дурову в 2011, то есть спустя 5 лет, и он все на пике. Да. Но мы тогда воевали даже не с западными, там, с Фейсбуком, который вот только-только подползал, и, кстати, в итоге так и нормально не заполз, С кем? а с Одноклассниками. Ага. У нас был такой батл. Сейчас Одноклассники ВКонтакте — это Я часть подумал, одного вдруг какая-то холдинга. украинская соцсеть там. Не-не-не, Да. украинских не Но у было. меня тогда вопрос. То есть ВКонтакте я, например, раньше много времени проводил, сейчас вообще не провожу время, я туда вообще не захожу. Там иногда кто-то пишет после просмотра некоторых роликов, там либо за обратной связью, либо уточнить, потому что не могут найти где-то там в других соцсетях. Я отвечаю. И то, что я сейчас вижу, то есть, ВКонтакте переживают прям печальные времена с точки зрения там и привлекательности акций для инвестора, они там падают. И глобально как будто бы на постсоветском пространстве это перестало быть точкой притяжения. И у меня вопрос с точки зрения там привлекательности наших сервисов. Можем ли мы действительно без ограничений, без каких-либо давлений? ВКонтакте выиграл в свое время в абсолютно сложной конкурентной среде, выиграл На у открытом гигантов рынке, и да. так далее. Можем ли мы сейчас в конкурентной среде создавать что-то свое, чтобы каждый говорил, блин, я хочу этим пользоваться, я хочу заходить, мне плевать, если это выпили там условно App Store и так далее, я буду там веб-версией пользоваться, чем-то еще. Это если заблокируют, я скачаю ради этого VPN русский, чтобы там это приложение работало. Вот можем ли мы сейчас такое создать? Ну, Кроме Макса. Либо не можем, либо это создается, но мы еще пока об этом не знаем. Но смотрите, мы в условиях жестких санкций и ограничений 4 года. Мгм. 5-й год пошел. Мгм. Ну, да, можно сказать, уже 10. Да, ну. Ну, или 10, да. Но на самом деле у нас были доступны Инстаграм, Мгм. Фейсбук, Твиттер, там все вот это, Ютуб. Смотрите, Рутубу столько же лет, сколько Ютубу. Да. Он появился там в середине нулевых годов, YouTube, как и Рутуб. Победили мы, даже уже заблокировав YouTube? Нет. Хотя я смотрю на Рутубе. Да, много Рутуба смотрел. Я фильмы смотрю. Я смотрю, да, фильмы. Я смотрю и Это контент. киллер фича. На самом деле это, во-первых, естественно, их УТП. Причем я бы и платил, но все, меня лишили такой возможности сами же площадки.
чтобы я им платил. Я смотрю на Рутюбе, я, кстати, иногда смотрю что-то во ВКонтакте. Я смотрю блогеров и видосы, но мне пока не хватает контента. Конечно, вот что единственное мы не смогли пока допилить как следует, это, алгоритмы. Вот это важно. Это киллер фича любой соцсети. Конечно. Почему TikTok китайский стал самой популярной видеоплатформой в Соединенных Штатах, обогнав YouTube? Да. Потому что алгоритмы. Да. Вот эти вот шорты, они убили. Да, когда спохватились, Цукерберг сделал рилсы, Google сделал шорты. Ну, ребят, уже поздно. Да, уже поздно. Вторичная такая Это штука. вторичная, да. Щас. И поэтому они, когда теперь-то, поняли... Теперь-то республиканские алгоритмы в ТикТоке в США. Да, совершенно верно. И когда они Были поняли, демократичные американцы теперь. поняли, что они не могут победить уже все, они стали давить законодательно. Да. Все, они сказали, либо сейчас... Закрываем нахрен, баним. Либо Там же начали блокировать, начал плохо работать. Да. Типа, если вы не верите, то мы Что-то заблочим. знакомое. Да. Допустим, А даже- потом просто провернули, все купили. и Не, ну, всё, инструменты, и пошло. как делает государство, но одинаковые. То есть Одинаковые. мы не Они- отличаемся от американцев они- ничем. Так они больше, я вам скажу, стали пользоваться нашими подходами. Закон о защите детей в интернете, Мгм. принятый в Европе и в США, в точности, как у нас, именно для того, чтобы заблокировать ТикТок или купить его. То есть это продавить их на продажу. Удалось. Но тут тоже вопрос конкуренции. Сейчас буду хвалить Макс. А как только у нас стал активно Макс развивать по разными способами, скажем так, он все равно большую долю людей туда переманил. Такое впечатление, что того же Павла Дурова это простимулировало. Вот мы сегодня, Сережа, это Да. обсуждали. Резко появилось там приложение для твоих умных часов. Там Павел какие-то Дуров начал за последние полгода он в телегу засунул столько всяких новых приколов больше, чем за больше, последние чем полтора за года. Да. предыдущие типа 5 лет. То есть он почувствовал какую-то конкуренцию и начал пихать туда яичные, яичное распознавание текста и редактирование с помощью ИИ, короткое вот это вот и так далее в твоем сообщении. Да. На Apple Watch появилось приложение, что там еще Но там? оно было и до этого, по-моему. Последние года вот не было. На Вот последние вообще, не было, да. И сейчас опять появилось. Потом еще какие-то Вчера буквально. фичи прикольные, да, засунул. Такое ощущение, что Макс его простимулировал, да? Да, то есть получается, если мы внутри себя создадим прям конкурентную среду, может быть, мы и придем к тому суверенному интернету с алгоритмами, с всеми фишками, плюшками, яишками, все, что мы любим. Дуров всегда был, кстати, за конкуренцию. Он был против блокировок, хотя на самом деле, если заблокировать на старте Инстаграм, то это помогло бы, например, ВКонтакте мобильный трафик занять, мне кажется. Но это гипотеза. Этого не было. Ну, и Дурова тогда уже во ВКонтакте не было, когда спохватились за Инстаграм. Конкуренция, да, но я не думаю, что это связано с Максом, хотя на самом деле вот кажется, что У меня ощущение, что он телеге- оживился в немножко. телеге оживились, но справедливости ради каждый месяц выходит релиз, апдейт телеги. Мгм. Просто мне кажется, что Павел Валерьевич стал активнее про это рассказывать. Раньше он выходил, там в блоге Telegram, где кто-то там прочитает, а так он у тебя в фоне обновляется, ты можешь об этом не узнать. Ну, я вот следил, и были там, знаешь, уже такие обновления, типа там смайлики, подарки, такое, что вот не сильно уж... Мелочное. Да, а тут прям такие, знаешь, серьезные, вот это встроенная яишка, это прям серьезно, приложение, это Может быть, серьезно. Была еще что-то для школьников, там что-то я забыл, еще что-то связанное для школьников, тоже полезная штука, скан, по-моему, какой-то модный добавляется для документов, еще что-то. Вот такие прям, знаешь, серьезные, мощные. Мне кажется, что он немножко оживился, так может быть, сидел... первый Он поедет в сидел так Apple и говорит, в теплой ванне, что я вот в Телеграме, я там всем сейчас вообще всеми рулю, сейчас Наоборот, расширяемся. в ледяной ванне сидит. Ну да. А сейчас ему немножко типа, ну вот смотри, вот тебя щимин, и он как будто бы, знаешь, сам оживился и такой начал что-то Но делать. как бы при всем уважении к Максу, я думаю, что он ориентируется на глобальных конкурентов. Очень много фич. Он, по-моему, даже... WhatsApp уже давно обогнал. WhatsApp копирует Telegram. Он, по-моему, то ли из Дискорда, то ли еще откуда-то. То есть он уже берет фичи, где не у главных конкурентов, а уже таких чуть менее очевидных. Типа Discord, если там продвинутые гики как знают, что такое Discord, Да. то обычному пользователю непонятно, что это.
И он какие-то фичи оттуда берет, и они появляются в Телеграме, и есть еще куда расти. Там, как с точки зрения корпоративного мессенджера, понятно, что все сидят в Телеграме, но пользоваться им, как, например, Slack'ом для корпоративных нужд, тяжело, невозможно. Это надо делать какие-то костыли. По-моему, такое делал, например, Яндекс. У них, в принципе, я слышал, я не знаю, я слышал, что у них вся внутренняя коммуникация через вот какие-то надстройки над телегой сделаны. Прикольно. Круто, да. Но вот нативных таких нету. Я думаю, что это следующая как бы точка роста для Телеграма как продукта, как мессенджера. А то, что за последний год, я думаю, что это когнитивное искажение, потому что вообще Telegram, вот обратите внимание, каждый месяц выпускает релизы. Но делать, вот ты говоришь, вот обычно там какие-нибудь смайлики, стикеры или еще что-то, сложно каждый месяц big фичу делать. Ну, Apple обновляет раз в год свою операционную систему. Ну, Apple сколько тысяч сотрудников, а у Телеги 30. Но то, что за последнее время они действительно стали там навешивать ИИшные истории, да, круто. Я, кстати, некоторыми пользуюсь вот текст и, например, мне нужно сократить длинную. Я, правда, вот не могу читать длинную эту балалайку в канале. Я нажимаю сократить. Суть понял. Он хорошо сокращает, и когда ты сам хочешь запостить, он тоже тебе предлагает. Да, и там вот шорт вот это вот прям, типа сократить текст. Офигенно, вообще класс. Как думаешь, сколько нужно времени Максу для того, чтобы каких-то таких фич у себя внедрить? Потому что есть прикольные на самом деле штуки, да. Допустим, мне штрафы приходят туда, в личку, в Максе. Типа, пришел штраф, и там же можно кнопку оплатить. Удобно, то есть мне не надо заходить на какие-то госуслуги, типа, потому что я их там не проверяю, нету привычки. А мне, наоборот, это не нравится фича. А мне нравится. Ты можешь возраст подтвердить в магазине, типа, 18+, там что-то. Были какие-то у меня там сложности все равно, паспорт загрузить, короче, я не сделал это, но сама идея, что у тебя доступны госуслуги внутри приложения Макса, и ты там можешь что-то делать, мне кажется, идея хорошая, ее можно развивать. Идея хорошая, и на самом деле одна из хороших идей — это интеграция с банками в том смысле, что тебе не приходит СМС, а приходит уведомление в Максе. Но это хорошо для банков, потому что они очень много тратят на отправку СМС. Это правда большая статья расходов. Отправить юзеру код с подтверждением. Сейчас это убрали из законопроекта, это хотели сделать обязательным. Сейчас это убрали. Ну, потому что у нас потому что всех, непонятная, да, как бы позиция по поводу Макса, с ним вообще какое будущее там из-за ограничений. А так, да, но в целом, да, хотели сделать суперап. Но ты представляешь, что такое делать суперап? Давай даже, посмотри, Telegram, он появился в 2013, в этом году ему будет 13 лет. Да. Не, в моем понимании Макс, он уже лучше, чем WhatsApp и Viber. Потому что WhatsApp и Viber мне вообще просто не... Viber я вот единственная вещь, которую я никогда не понимал. Viber ты вспомнил, я честно говоря, даже вот в суе не могу вспомнить. И мне кажется, что Макс уже, первое, это лучше. Во-вторых, мне кажется, вся проблема с позиционированием, да, то есть его через колено. Из-за того, что с помощью запретов каких-то, вот это, мне кажется, повлияло. Это ему карма очень сильно... Да, если бы они его дальше вот так вот по чуть-чуть, знаешь, так прессовывали, смотрите, а здесь вот алкоголь можно купить у нас, а здесь у нас там вот... Реально, это должно быть нативно. Да. Забыл паспорт, ёпарасоте. Да. Вот, пожалуйста, 2 секунды, реально, пожалуйста. права, такой-то хоп, где права мои? Да. Такой взял, показал там, или паспорт, все правильно. У меня просто был такой случай дичайший. У меня реально в машину эвакуировали когда-то на парковке. И я когда ее забирал, не помню как, короче, я вместе со всеми вещами оставил там права, документы и так далее. И тут меня на набережной Яузы останавливает патруль. И говорит, техпаспорт, права. И я говорю, нету. А говорит, а где? Я говорю, забыл. Говорит, хорошо, давай там приложение что-то госуслуги. А интернет заблокировали. Короче, ничего не прогружается. Говорит, и что у тебя, говорит, есть из документов? Говорит, паспорт есть? Я говорю, паспорт тоже в сумке остался. И они уже такие, на грани того, что эвакуировать. И я говорю, пропуск в универ. Вот. Они такие, ладно. Увидели, что хотя бы морда совпадает, фамилия, говорит, ладно, не похож ты на там какого-то грабителя, гонщика и так далее. Но, условно, предъявление прав, которое было бы верифицированным, с работающим во всех блокировках в системе, это было топчик. Просто дело в том, что госуслуги не везде работают. Я вот в банк приходил, мне надо было совершить какие-то манипуляции, мне сказали паспорт.
А я смотрю, я взял загранпаспорт, а не Я тоже внутренний. хожу с загранпаспортом. Да. И мне сказали, по Постоянно. заграну нельзя. Нельзя. Я говорю, госуслуги можно? Нет, нельзя. Говорю, блин. И вот тут хотелось бы, знаешь, но если у вас есть Макс, типа, тогда вы можете Да. сделать такую-то историю. То есть вот такими какими-то штуками. Да, а для меня главная проблема, что нельзя, например, в гостиницу заселиться по загранпаспорту. Это, кстати, странно. Это очень странно, непонятно. Да. Это непонятная просто для меня история. То есть ты прилетел, там, приехал на поезде, ты везде можешь показать паспорт, просто твой документ. А в гостиницу заселиться ты должен только российский паспорт. Я такой, Но не я думаю, это госуслуги. связано с пропиской. Это потому что, связано да. с пропиской, но сейчас, по-моему, это откатили, и, по-моему, через госуслуги ты можешь показать свой паспортный документ, и вроде это проканает, там, QR-код. И, может быть, вот сделали бы это мне, например, в Максе. Блин, Я это читал, супер. кстати, предложение. Это, я считаю, самая ultimate фича. Извините меня за мой французский. Мужик очень классно написал. Yes, of course. Написал классную штуку, что, говорит, если бы, говорит, типа Макс, там, его обменяли, что его там читают, там, спецслужбы и так далее, говорит, мне вообще все равно. Говорит, но если каждое сообщение в этом мессенджере проходила как раз сертификацию с электронно-цифровой подписью, что, например, если я покупаю что-то через там Авито, с продавцами на разных маркетплейсах, и все их ответы верифицируются в переписке, что удаляй, не удаляй, ты с этим можешь прийти в суд. Говорит, количество мошенников, разных там инфо-цыган, любых других. Вот у меня недавно на нашем маркетплейсе попался магазин мошенников. То есть они заведомо давали на товар заниженную цену, я его оплачиваю, и они мне звонят сказать, что доставка невозможна, случайно была старая цена. И скидывают ссылку на сайт, где по совершенно другой цене продается этот же товар. Я считаю, что это мошенничество. А деньги-то возвращались тебе? Да, деньги, потому что это гарантия именно маркетплейса, а не этой площадки. Поэтому маркетплейс их возвращает. Но я хотел бы, чтобы это все было верифицировано через мессенджер. Я мог обратиться еще удаленно в суд, получить удаленное решение, и их там а-та-та. Вообще ultimate история была. Да, поле, на самом деле, не паханое. Возможности для интеграции с Максом огромные. Я говорю, что проблема с Максом, почему народ, вот смотрите, даже когда его сейчас удалили, там, или какие-то проблемы с Максом происходят, даже полный бред. Вот, но в интернете СМИ, завирусилась радость. радость, везде люди радуются, потому что их, блин, из-под палки. Ну, сам продукт, вот люди, которые его пилят, им сказали сделать продукт. Ну, за год, вот Максу было год недавно. Что ты сделаешь за год? Ну вот то, что они... Нет, хорошо, там они за там... год нормально. Хорошо, они его пилили еще. У меня там, было наверное, много года два. неудобств, связанных с тем, что меня там приглашали. Я из принципа не подписываюсь туда ни на один канал. Ну, зря. У меня там есть канал. Подписывайтесь, я не кстати, все, кто подписываюсь. в Максе. Это тоже. для меня это альтернатива. Лобушкин и их то шо, есть Макс, на Пашу не Да, надо. Лобушкин Хорошо, молнит. подписывайтесь, да. Для меня это просто альтернативная звонилка в текущий момент, потому что там нет ничего того, что я не могу увидеть в другом удобном мессенджере. Но у меня была проблема с доступом в какие-то чаты, там даже чат домовой, куда скидывали ссылку, она с первого раза не прогружалась, там админы писали в поддержку, поддержка говорит, сейчас будем разбираться. То есть у тебя на каждом этапе были какие-то сложности. И я такой думаю, ну вот перед тем, как массово действительно давать продукт, лучше его как раз протестировать небольшими группами, допилить, чтобы, пользуясь этим, ты прям получал удовольствие, комфорт и удобство. Это же возможно? Возможно. Делаем мы это? К сожалению, нет. Я тоже не понимаю такую спешку. То есть, когда зарелизили Макс, и я его скачал, вот прям в этот же день не увидел, и я понял, что это есть такой паблик-тест. Ой, паблик-бета. Ну, то есть выкатили продукт, и уже там все, что-то там сотрудники, разработчики оттестировали, а потом тихонько его выпускают, чтобы кто-то его еще скачал, еще собрать обратную Ну да, связь. пользовательский опыт. Пользовательский опыт, да, там чем-то. баги допиливаешь, там какие-то фичи смотришь, там добавляешь бэклог, что люди спросят, что советуют. Тут спустя год уже блокируют главного конкурента на фоне того, что всех загоняют в Макс. И это два параллельных события, но они наложились одно на другое, и все, и у людей полный матч. Смотрите, у нас проблемы с интернетом, у нас забирают Telegram,
и нам навязывают просто без мыла какую-то штуку, а мы не хотим. Мы хотим им, может, пользоваться, но не так, как вот нас просят. И, к сожалению, в IT никогда так не работало. Не работает и работать не будет. Мы не можем повторить китайский сценарий. Китайский сценарий невозможно повторить Но он нигде, годами кроме как в выстраивался, Китае. да. Там, во-первых, свой огромный внутренний рынок. 1,5 миллиарда своих людей. Им вообще по барабану. Они просто всех отключили. Правильно, пускай перерезают кабель в итоге в океане. И всё. Вообще без разницы. Пускай там все на внутреннем рынке завязано. Туризм, IT-продукты. И это все удовлетворено. У нас сделать и вложить, инвестировать в такой продукт и отрезать всех остальных сложно, потому что ты как бы не покроешь инвестиции внутренним рынком. Какие есть возможности у России в этом смысле? Ну, вот если мы говорим про там блочный интернет, ну, вот там недавно на питерском форуме опять это звучало. Но у нас есть БРИКС, допустим. Окей, давайте сделаем интернет В рамках БРИКС. суверенный в рамках БРИКС. Была такая история. Да, и Шадаев ее недавно комментировал. И комментировал, и эта история давно. И это, в общем-то, тоже решение. Ну да, Россия не может покрыть инвестиции в свой суверенный мессенджер, ну потому что создать мессенджер сколько-то миллиардов долларов. Да. Очень много. А купится это каким-то способом Для 20. монетизации? Нет. На внутреннем рынке нет. Значит, надо выходить на другие рынки. На страны, на БРИКС, на Да, СНГ. БРИКС. Ну, у БРИКСа, а это Бразилия, Россия, Индия, Китай И Южная Африка. Южная Африка, но там к ним еще добавились, Ага. там БРИКС плюс или БРИКС, короче, не суть. Это довольно большая аудитория, но у них есть свои продукты. Мы поторопились здесь. Очень поторопились. Тогда у меня вот самый главный вопрос. Наш подкаст честно называется. Мы как раз вот хотим честно разобраться в многих вещах, потому что все связано с нашим глобальным проектом, да, там, исторической справедливости. Здесь речь идет и про смыслы, и про нашу историю, про наши ценности, про то, что мы бесконечно говорим. И получается, вот мы, разбирая наш цифровой мир, где мы вещаем ту самую там правду, пришли к выводу того, что мы сами торопимся, набиваем шишки. Из-за этого мы даже свои внутренние ресурсы у себя продвинуть правильно не можем. Мы полностью зависим от западных IT-гигантов. И при этом даже сейчас, вещая, записывая в подкасте, мы некоторые выражения подбираем, кто-то для ФСБ, кто-то для администрации Гугла. Почему? Потому что мы боимся в определенный момент, где-то сказать какую-то фразу, за которую YouTube нас сразу моментально ликвидирует. Вот как нам, соответственно, бороться за умы и победить в этой информационной войне, продвигая, пиаря, да, свои смыслы, ценности, историю, все то крутое, что у нас есть. Это национальная задача. Задача прям глобального масштаба. Потому что мы-то думали, что сила в правде, вот нам же Сергей Бодров сказал, сила в правде, Данила Покров, герой. Да. А сила оказалась в постправде. И тут мы немножко отстаем. Мы несем правду, говорим вот, значит, вот так, так и так. А для них это не важно. И поэтому задача, о которой ты говоришь, как нам это пиарить и продвигать, так вот приезжала, например, на ПМЭФ Кэндис Оуэнс. Она до сих пор продолжает в Твиттере сраться с какими-то чуваками, которые хейтят Россию, доказывая им, что вы приедете и посмотрите. Да. И Такер Карлсон также. И Такер Карлсон, да. И Эндрю Тейт. Короче, все используют нас как отправную точку у своего пиара. Они приезжают, эти ребята, смотрят по-настоящему, как оно есть на самом деле, а не как написано в Нью-Йорк Таймс или на CNN. И уезжают, и там все это рассказывают. Поэтому к вопросу, это должна быть глобальная программа, ее как будто бы нет, она как-то точно проводится, но когда ты играешь не на собственной территории, ты играешь по чужим правилам, и ты уже как будто проиграл. Ну что ты можешь сколько угодно звать журналиста BBC на брифинг и ему объяснять, и может быть он тебе будет в глаза смотреть с понимающим видом,
Но BBC напишет так, как требует главный редактор, который сидит в Лондоне. Да. Это совершенно не те интересы, которые нам нужны. Поэтому, а у нас своего BBC в Лондоне нет. А если есть RT там или кто-то, их блокируют. Да, их блокируют. Вот и все. С этого и началась эта санкционная война. Санкционная война началась. С RT, когда заблочили Да. в США. А с чего вдруг заблочили RT-то? Где? Вот просто включи на англоязычный RT и послушай. Там нету пропаганды. Вот, эти плохие, Россия. Нет. Это такой же информационный канал, как Euronews, как CNN, как и NBC и Bloomberg. Ну, там реально правдиво Я рассказывают. разбирал с одними ребятами все претензии Запада. Это была такая большая дискуссионная площадка, за что глобально у как либеральной нашей среды, так и там, у западного мира претензии там, к RT. То есть там пропаганда, ложь и так далее, и так далее. Но по факту из доказанных вещей, за что они смогли придраться, есть только два момента, за которые не удалось там... То есть там некоторые были судебные разбирательства даже в Англии, но там выиграли суды, потому что доказали, что здесь была сказана правда. Там, и по Украине, по другим вопросам. Это бургер с Путиным в Англии. И то эта ситуация была такая, что это местный американец сказал, что у нас продаются бургеры с Путиным. Сфоткал, предложил материал, снял на iPhone, подписал соглашение о передаче авторского права, его опубликовали, а это была разовая акция какого-то одного там человека, частный случай, было подано чуть масштабнее. Второе — это интервью знаменитое Петрова, Баширов и Петров, да, их уже фамилии забыли. Ну, так они донесли свое мнение. У тебя в любом подкасте везде, там, что мнение редакции может не совпадать с мнениями людей. Больше ничто не смогли найти, даже там самые ярые там украинские, как они называют себя, там, watchdoги и все остальные типа ребята. Нельзя придраться. Я смотрел, вот прям включал, его сложно найти в телеке у себя дома в России. То есть это надо там... Ну, артидок есть, да. И то как-то сложно, да. Как-то зайти, ну так, чтобы он тебя показывал. Не с компьютера, а вот на телевизоре. И я смотрел, нашел, подключил, смотрел, и я не понимаю, к чему там придраться. И более того, многие... Ну, я уж не знаю, правда, искренне они или нет. Я верю, что искренне, откровенно говорят. Американские журналисты, в том числе, которые перешли на RT, они говорят, у меня здесь больше свободы, чем на американских и британских каналах, где они работали. Это много раз было. Слушайте, ну, как его звали? Ларри Пейдж? Ларри Кинг. Ларри Кинг. Да. Да. Он вел, Интервью, который брал на CNN. Он же потом ушел на RT. Ну, также и Такер, он на RT не ушел, но тоже ушел из-за того, что... Такер, да, ушел с телека, но... Из-за скандала, да, из-за да. цензуры. Я тебе так скажу, я раскрою сейчас секрет, камин-аут. Я знал, несколько лет работал на RT, и меня стопорили. Когда я вопросы отвечаю по Украине, говорят, Паш, это слишком радикально, но мы не можем. Типа, если хочешь, там, узнаешь, что они там пишут, все остальное, в одностороннем порядке нет, то есть это будет просто какая-то клишированная пропаганда и так далее, то есть, ну, нужно это... Я говорю, блин, я говорю, если бы на Украине знали, то есть там на Украине RT раньше там людей пугали, и пресс-секретарь Зеленского Мендель на Хэллоуин выходила с ленточкой RT. Но по факту, там, если посмотреть в деталях материалы, это ну, действительно единственные, может быть, СМИ, которые международные, соблюдают именно стандарты. Абсолютно точно, да. Я тебе клянусь, я сам был заложником этого мнения, вот этой пропаганды, просто потому что я не сталкивался по-настоящему с контентом RT. Ну, потому что я не целевая аудитория. Он вещает куда-то там за границу. Но я подписан на их телеграм-канал, на несколько штук, русскоязычный. Я в какой-то момент, когда стал для себя искать новости какие-то, ну, чтобы про них написать, я понял, что, то есть вот там у меня в списках Bloomberg, New York Times, TechCrunch и прочее, много-много-много западных СМИ и из российских RT. ТАСС, там, РИА и прочее. Блин, RT очень профессионально работает. Очень. И причем у них креативная команда. Вот супер крутые активации они делают. И реально так. Никто из медиа не делает, как они в мире. Вот если посмотреть с точки зрения пиара, даже, окей, сейчас контент, новости их там выведем за скобки, то, как они бренд продвигают, блин, это очень круто. Мне нравится, как с точки зрения пиара, маркетинга, это обставлено, это классно. Мне очень понравился момент, я свидетелем был, это было вечернее ток-шоу «Интернет»,
которая делалась на RT. И как раз вся суета была с здешними там псевдооппозиционерами и так далее. Они там высказали какую-то претензию, что им не дают вообще слова на федеральных каналах и так далее. И это идет в прямом эфире. И ведущий говорит, давайте наберем Волкова. Это экстремист, террорист, там, глава ФПК. Леонид Волков. Да, давайте. Набирает в прямом эфире Леонид Волков. Экстремист-террорист, по нему смешно звучит. Для меня он Я не знаю, пухленький Ну, пирожок. неважно, да. Пирожок, И да. они в прямом эфире набирают. Там, Леонид, здравствуйте, вы в прямом эфире, программа такая-то, такая-то, RT. Вот мы хотим спросить, вам говорят, что не дают слова, у вас есть возможность в прямом эфире, хотите высказать и так далее, подводку. Он такой, пауза, идите. И бросил трубку. И говорит, площадка была предоставлена. Вот. Что ты решил донести, твой смысл. То есть не смог найти, он мог сказать, что вы там... Да он там со всеми СМИ общается, со многими СОТа, я тоже не видел недавно. Интеллекта немного. Ну, он там вряд ли может просто что-то Давайте прокомментировать. Канал Дождь какой-нибудь Ему сложно прокомментировать, на самом деле, что-то по-серьезному. Поэтому он так вот гостится. Ты еще сказал про Кэндис Оуэнс, вот пример привел. Хочется тоже сказать, ты как позитивный расценил этот момент, я так понимаю, да? Слушай, я, если честно, сначала, смотри, я увидел, причем я на нее не подписан. Да. Я захожу в Твиттер, в X, и мне рекомендации подсовывается пост. А сейчас же они теперь стали все переводить на русский. Да. Лента, прям, очень круто, очень круто. Да, за это респект Маску. Смотрю, пишет про Россию, а потом вижу пометку, что это переведено с английского. Да. И это я не подписан на юзера, я перехожу, смотрю, у нее там 7 миллионов подписоты. Да. Я не знал, что это именно она, расследователь этого... С Макрона, Бриджит Макрон. Да. Я такой, нифига себе, перехожу на ее YouTube, у нее там еще 7 миллионов. Да. Я ее загуглил, написано, там не написано про расследование Макрона, там выдержка из Википедии о том, что там какой-то деятель медийный, тоси-боси. Я написал пост, искренне не знаю вообще, кто она, сначала не поняв, а потом выяснилось уже. И она хвалила Россию. Да. И я считаю, и она причем там еще сралась с теми, кто и в реплаях там накидывал. Да, с американцами, с украинцами. С американцами, да. Вот, ты говоришь, у них так круто, а они Starbucks своровали, сделали Starbucks кофе и дешевле продали. Стало лучше. И только из-за этого. Она говорит, нет, не только из-за этого. Но из-за этого тоже. Да. Во-первых, он дешевле, чем Starbucks. Во-вторых, мне понравилась ее фраза, что тогда пустить... Пусть они тогда... Ей написали, что ты пустила российский нарратив или русский мир в наш там американский сегмент. Пишите, говорит, если мы, говорит, пустим русскую чистоту, говорит, в Америку будет то ради бога. Да. Все-таки есть? Просто сейчас же много разговоров об этом, и очень многие блогеры вот в российской среде патриотично настроены, говорят, что это вот очень плохо, как мы лебезим и подчеркиваем, что вот Кэндис Оуэнс, что мы вот на американцев прям как на богов смотрим. А я, наоборот, я расцениваю это как очень позитивный момент. Более того, вот как пример информационной войны, как сильный, достаточно классный удар, потому что, во-первых, Кэндис Оуэнс — это одна из самых известных журналисток сейчас, потому что она шумит из-за ситуации с Бриджит Макрон. Она реально известная. Да, Эндрю Тейт, каким бы он там не был лидером инцелов, там куча у него каких-то в Румынии скандалов непонятных, на него там заведены какие-то дела. Какие-то дела — это уголовные дела. Окей, но у него 11 с чем-то миллионов подписчиков, и его реально читает весь мир, его читают американцы и украинцы, и он реально подрывает им жопы в комментариях, плюс условный там Такер Карлсон и еще, может, какие-то люди, да, это дело не в том, что не будут говорить про человека, который приехал, да, в Америку. Вот мы говорим, что вот, мы обращаем на них внимание, а если кто-то наш поедет в Америку, на него никто внимания не обратит. Дело не в этом. Никто не обратит внимания на поехавшего в Америку не потому, что там вот американцы, им на все пофиг, у них нет никаких комплексов. Нет. Дело как раз-таки в этой информационной войне. Все ведется вокруг России. Во-первых, если ты едешь в Россию, за этим следит весь западный мир, потому что на тебя начинают давить санкции, тебя начинают отменять и так далее. И если кто-то решается поехать, то за этим просто интересно наблюдать, как он дальше будет выкручиваться и держать удар, да, там у себя в Европе
в Да, Америке. Да. И то есть здесь речь не про то, что у нас какой-то комплекс, мне кажется, а про то, что все обсуждают Россию там последние 10 лет, и в Европе обсуждают Россию каждый день, и Америка, В да? Европе России пугают. Да. Уровне, хотя Поэтому, она, когда да. кто-то едет, его все обсуждают, и не только русские. Мне кажется, что вот если бы была вот сейчас условно 11-й год, там мир во всем мире, ничего нигде не происходит на нашем континенте, в Евразии, да, и приезжает какой-нибудь Джонни Депп, да и хер бы с ним, пошли бы фанаты и все, типа, никто бы это не обсуждал. Конечно, Вот. и куча приезжала, и Сигал, и Да. То есть они Монсон, пачками там, приезжали, и да. Криштиану Роналду, типа, никто не, типа, ну, приехали, все, кто фанатеют, все пошли, все, кто не фанатеют, всем похер. Вот, и мне кажется, что тут как раз вот момент в информационной войне. Мы это подчеркиваем, да, потому что это подчеркивают с той стороны. Вот, поэтому я это оценю как раз как позитивный момент. Я это однозначно ценю как позитивный момент, и это прям реально вот жирный плюс тому, кто это придумал. Да, Это да. 100%. Это кто-то придумал 100%? Это кто-то И придумал, это сильный и классный удар правильно медийный. сделал, что придумал. Да. Ну, значит, мы что-то можем Да, придумать. можем. А те, кто критикуют, они смотрят, вот мы там бегаем за американкой, потеряли, значит, достоинство, приехала там американка или американец, а мы тут, значит, все перед ним стелимся. Да. Ну и что стелимся? Ну вот, ну да, интересно там. Я понимаю, почему журналисты хотят с ней там что-то спросить. Интервью, конечно. Им интересно конкретно ее мнение, потому что Да. она не потому что она американка, Это их она работа. популярная, да, она это их работа, в этом нет ничего плохого. Абсолютно точно, да. Они бы, может, поехали бы куда-нибудь там. Эти у неё журналисты в спросили этот бы- же день 150 интервью взяли у других людей. Просто блогеры не подсветили Я это всё. просто Да. хочу, чтобы, когда, если там Google будет писать какие-то претензии, мы просто вырезали момент, как вы 20 минут ухвалили американцев и сказали, у нас вообще как бы... Больше всех американцев ты хвалил тут в Нет. начале. А что если мы совместим, подведя итог такой нашей беседе интересной, сделаем как лучшие практики американских соцсетей, Домов мы Лондона в и наших- Парижа. Домов Лондона и Парижа. Мы в наших соцсетях дадим возможность их там, лидерам общественного мнения там, в Рутубе, в Максе, во всех наших типа мессенджерах откроем площадки, которые будут также дублироваться на любой родной язык с помощью искусственного интеллекта. Это уже вообще несложная технология. Абсолютно несложно. Я тебе даже больше скажу, я на многих американских, ну, во-первых, у Трампа есть канал в телеге, многие СМИ, Нью-Йорк Да, Таймс и кстати. прочее есть в Телеграме Есть, официально. да, А это в официально. наших. И Да. американцы, Телеграм тоже наш когда русский. сейчас республиканцы, скорее всего, они потерпят крах там на выборах сначала парламентских, потом президентских, и демократы придут обрезать им все аккаунты, как раньше Трампа удаляли, да, Да, из да. соцсетей, они узнают, что есть все это время свободная в национальном мессенджере Макс, Да. в Рутубе, ВКонтакте были их страницы, дублируются на все языки, и наши соцсети без Брикса, без ничего. Но это как со Stars Coffee. Вот, Короче, привела пример. такую Кондисовой. фантазию, да, нагородил. И у Макса, причем международное название, он Макс и на английском, Макс, Максим на русском, и вообще, ну, это супер решение, потому что для нас WhatsApp — это какое-то сложно набираемое слово. Facebook — это, блин, если перевести дословно, лицо книга. А тут Макс, отличное название, международное. Лицо книга, прикольное название. Я скину одному человеку, который всегда говорит о том, что только критикую наш суверенный, независимый Нет, мессенджер. А тут у нас целый конструктивно, комплиментарный вообще. получилось, даже не похоже на меня. Полукомплимент. Не, на самом деле мы просто все переживаем за то, чтобы у нас была возможность доносить правду, доносить ее в полной мере, не избирательную, там, прикрывая некоторые слова, цензурируя и так далее, а говорить в лоб, Как так, в как этом оно и есть. американском долбанном Ютубе приходится делать. Да. Пик-пик. Долбанный вырежем, а все остальное сохраним. Спасибо тебе за Ставим. большую содержательную беседу. Спасибо, Ты нас очень просветил. интересно с вами было, и с тобой ребят. было Да, интересно. подписывайтесь. Я напоминаю, что самый залайканный комментарий получает подарки от нашего канала. Я задолжал розыгрыш многих призов, но я где-то отдельной врезкой Примерно все. это вставлю, и мы обязательно отправим всем нашим победителям. Всем пока.